Главные новости этого дня. Сегодня утром в Швейцарии известной певице Софии Ротару провели срочную операцию на сердце и предотвратили инфаркт. Состояние здоровья Софьи Михайловны на данный момент оценивается как удовлетворительное. По словам лечащих врачей, причиной для операции стали многочисленные психологические стрессы и семейные драмы, которые пережила в последнее время 77-летняя артистка. В Народном комитете появились два новых сотрудника. Это известные советские и российские композиторы Игорь Крутой и Игорь Корнелюк. Оба артиста будут работать в сфере общественной деятельности комитета. На данный момент число сотрудников организации составляет 70 человек. В основном это известные артисты старшего возраста 60+. Известную российскую певицу по имени Слава по причине алкогольного опьянения не пустили на борт самолета, который выполнял рейс Санкт-Петербург-Казань. Певица Слава объяснила свое поведение желанием снять психологический стресс, однако сотрудники полиции не пошли навстречу артистке и сняли ее с борта самолета. Помимо этого, певица Слава заплатит крупный денежный штраф в размере 200 тысяч рублей. Известный актер Сергей Бодров, которого совсем недавно нашли живым и привезли в Москву, начал проходить реабилитацию в одной из московских клиник. Сергея Бодрова-младшего навестили друзья и сотрудники комитета, композитор Раймон Паулс и актриса Мария Шукшина. Сергей Сергеевич Бодров пока очень слаб. Он с трудом узнает окружающих людей и пока плохо адаптировался к реальной действительности. Пока по непонятной причине Сергей Бодров уверен, что он находится в другом временном измерении. В его словах часто проскальзывает дата сентябрь 2002 года. Именно тогда и пропал известный артист в Кармадонском ущелье. Команда Никиты Михалкова и Следственный комитет Российской Федерации начала проверку имущества, недвижимости и финансовых счетов известного российского журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева. По данным независимых источников, Владимир Соловьев уже на протяжении нескольких лет владеет крупной недвижимостью в странах дальнего зарубежья, в таких странах, как Швейцария, Франция, Испания, Мальта и Италия. Стоимость заграничной недвижимости и имущества Владимира Соловьева составляет несколько миллионов долларов. Дело до прямого ареста телеведущего пока не дошло, однако Владимира Соловьева вызвали в Следственный комитет для прямой беседы с товарищем Бастрыкиным. Теперь известному телеведущему придется объяснить, на какие финансовые средства он приобрел данную недвижимость. К тому же у Владимира Соловьева были обнаружены крупные финансовые счета в иностранной валюте, евро и долларах. Общая сумма финансовых счетов составляет более 150 миллионов евро. Начальник Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что российский телеведущий не имеет возможности приобрести такую дорогую недвижимость. На данный момент выясняются финансовые источники дохода Владимира Соловьева. Известного российского актера Дмитрия Нагиева задержали при попытке дать денежную взятку в размере 10,5 миллионов рублей крупному чиновнику из Министерства культуры. Точная причина взятки пока неизвестна. Есть предположение, что Дмитрий Нагиев хотел получить главную роль в одном из новых киносериалов и по этой причине попытался подкупить чиновника. На данный момент Дмитрий Нагиев и чиновник, получивший взятку, были задержаны. Российская певица Лолита Милявская собирается выйти замуж за жителя Пуэрто-Рико, известного певца 90-х годов Рики Мартина. Молодые люди знакомы уже более 12 лет. Совсем недавно они опубликовали совместную фотографию в социальных сетях. Предварительная дата свадьбы – это июль 2025 года.
Лолита Милявская заявила, что давно мечтала о таком человеке и считает Рики Мартина образцом настоящего мужчины. Отметим, что знойный пуэрториканец Рики Мартин получил наибольшую популярность в конце 90-х годов прошлого столетия. Сотрудники комитета, известные артисты Борис Галкин и Александр Михайлов, приехали в город Тольятти для проведения проверки. Известные артисты Борис Галкин и Александр Михайлов приняли участие в открытии новогодней елки на центральной площади города. Они встретились с руководством Тольятти и пообщались с местным населением. Однако, как стало известно, главная цель приезда Бориса Галкина и Александра Михайлова – это открытие нового детского онкологического центра в городе Тольятти. Антикоррупционный комитет еще год назад перечислил финансовые средства для открытия данного заведения. Помимо этого стали известны и планы команды Никиты Михалкова на последние дни уходящего года. Руководство комитета готовит сюрприз всем жителям Российской Федерации. В предновогодние дни планируется провести прямую разговорную линию между жителями России и антикоррупционным комитетом, в которой любой гражданин России может задать сотрудникам организации любой интересующий его вопрос. Также в эти дни сотрудники комитета упорно работают над открытием собственного телеканала и радиостанции. Предварительная дата работы телевизионного канала – это февраль 2025 года. К этому часу поступили печальные новости о бывшем заместителе министра обороны Российской Федерации Тимуре Иванове. Еще весной этого года Тимур Иванов оказался в следственном изоляторе города Москвы по обвинению в получении крупной денежной взятки почти 120 миллионов рублей. Все это время Тимур Иванов находился в СИЗО, а 2 недели назад Центральный суд города Москвы вынес окончательный судебный приговор для опального чиновника – 15 лет лишения свободы, пребывания в колонии строгого режима. Однако во время перевозки Тимура Иванова на специальном поезде к месту отбывания наказания произошло чрезвычайное событие. Накануне после вечернего приема пищи Тимура Иванова обнаружили в вагоне поезда без сознания и признаков жизни. В результате реанимационных действий Тимура Иванова удалось вернуть к жизни. Однако состояние здоровья бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации вызывает большую тревогу. Оно крайне тяжелое. Есть предположение, что у Тимура Иванова с помощью третьих лиц попытались устранить его бывшие коллеги, с которым он был связан совместными преступными действиями. В частности, Тимур Иванов и Сергей Шойгу еще несколько месяцев назад проходили по одной статье обвинения. Однако Верховный Главнокомандующий освободил Сергея Шойгу, а Тимур Иванов остался под стражей. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их действия, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.